Всем привет! В этом видео я собрала сразу 10 быстрых рецептов для праздничного стола, которые готовятся легко и не требуют много времени. Первым приготовим невероятно простой и быстрый десерт в корзиночках, который получится у каждого. Берем песочные корзинки и на дно наносим немного вареной сгущенки. Сверху на капельку сгущенки кладем по дольке мандарина. Сгущенка не даст мандариновым долькам смещаться со своего места во время дальнейшего украшения десерта. Если место позволяет, то можно положить по 2 мандариновых дольки. Сверху из кондитерского мешка с насадкой звездочка отсаживаем вареную сгущенку. Если насадки нет, то можно сгущенку выложить просто чайной ложкой. 30 грамм соленого арахиса без вкусовых добавок измельчаем ножом. Подготовленными орешками посыпаем каждую корзиночку с начинкой. Все красиво выставляем на блюдо. Десерт готов, подаем его на стол. Десерт в корзиночках получился нежным, ароматным и очень аппетитным. Сладкая вареная сгущенка идеально сочетается с легкой кислинкой мандаринов. Соленый арахис добавляет приятный контраст и текстуру, а песочные корзинки гармонично объединяют все вкусы в одном укусе. Такой десерт готовится за считанные минуты, выглядит эффектно и всегда нравится гостям. Вторым приготовим быстрый и невероятно вкусный салат-закуску из идеально сочетающихся ингредиентов. Одну красную луковицу нарезаем полукольцами. Нарезанный лук кладем в мисочку. Сюда же насыпаем пол чайной ложки соли, 1 чайную ложку сахара. Наливаем 2 столовых ложки яблочного уксуса. Также можно использовать столовый 9% уксус. Все заливаем кипятком. Перемешиваем и оставляем мариноваться на 5-10 минут. Одну небольшую вареную свеклу разрезаем пополам и нарезаем пластинками. Пластинки свеклы выкладываем полоской внахлёст друг на друга. Для этого рецепта я взяла квадратное блюдо размером 25 см. Следующим рядом выкладываем порционные кусочки соленой сельди. Возле селедки следующей полоской кладем маринованный лук. С лука предварительно сливаем всю жидкость. Немного отступаем от лука и снова выкладываем ряд из пластинок вареной свеклы. Следующей опять кладем соленую селедку. Для этого блюда понадобится 300 грамм сельди. И выкладываем оставшийся маринованный лук. В место, которое оставляли посередине блюда, выкладываем консервированный зеленый горошек. И еще одну полоску из зеленого горошка выкладываем сбоку возле маринованного лука. Блюдо готово, можно подавать на стол. Салат-закуска из селедки, свеклы и горошка получается яркой, аккуратной и очень эффектной в подаче. Соленая сельдь отлично сочетается с нежной свеклой. Маринованный лук добавляет приятную кислинку и свежесть, а зеленый горошек уравновешивает вкус и делает блюдо более мягким и сочным. Такая закуска готовится быстро, не требует сложных ингредиентов и всегда удачно смотрится на столе. Это отличный вариант, когда нужно вкусно и красиво накрыть стол без лишних хлопот. Третьим приготовим салат с морепродуктами «Чудо чудное». Салат получается очень вкусным, необычным и легким, а готовится буквально 10-15 минут. Сначала маринуем лук для салата. Половину небольшой луковицы нарезаем четверть кольцами. Подготовленный лук кладем в небольшую мисочку. К нему насыпаем пол чайной ложки соли, 1 чайную ложку сахара и наливаем 2 столовых ложки уксуса. Я использую яблочный, но можно взять и столовый 9%. Все заливаем примерно половиной стакана кипятка. Лук с маринадом перемешиваем и оставляем мариноваться на 15 минут. 1 большой сладкий перец моем и нарезаем полосками. 250 грамм помидоров черри разрезаем на половинки. В миску кладем подготовленные помидоры, нарезанный перец и 400 грамм морского коктейля, предварительно слив с него жидкость. Сюда же добавляем маринованный лук.
салат немного солим и заправляем 2 столовыми ложками майонеза. Все перемешиваем. Желательно морской коктейль брать в рассоле, а не в масле. Салат готов, можно подавать на стол. Салат «Чудо чудное» с морским коктейлем получился очень вкусным и необычным. Если любите морепродукты, то этот салат вам точно понравится. Четвертым приготовим очень легкий и максимально быстрый салат. Он не совсем обычный и вкусный. Такой салат прекрасно подходит для любого стола. Берем банку консервированных ананасов кружочками и нарезаем их небольшими кубиками. Если вы взяли консервированные ананасы, уже нарезанные кусочками, то, возможно, их тоже нужно будет разрезать на более мелкие кубики. Морковь трем на терке для корейской моркови. Также морковку можно потереть на обычной терке. Всего для салата понадобится примерно 300 грамм свежей моркови. В миску насыпаем тертую морковь, подготовленные ананасы. Сюда же добавляем 1 зубчик чеснока через пресс для пикантного вкуса. Все солим по вкусу. И перчим черным молотым перцем. Салат заправляем 2 столовыми ложками майонеза. Все хорошо перемешиваем. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с морковью и ананасами получился очень вкусным. В нем прекрасно сочетаются все ингредиенты. Морковь придает салату свежесть и сочность, ананасы легкую сладость, а чеснок пикантный вкус. Пятым приготовим очень быстрый салат с копченым окорочком. Такой салат готовится буквально за 5 минут и получается очень вкусным и сытным. Мясо одного копченого окорочка срезаем с кости. У меня окорочок весом 350 грамм. Срезанное мясо нарезаем небольшими кубиками. Копченый окорочок можно заменить запеченной куриной грудкой или запеченным окорочком. В миску кладем 350 грамм морковки по-корейски, 1 банку консервированной кукурузы весом 350 грамм и нарезанный куриный окорочок. Салат заправляем 1-2 столовыми ложками майонеза и хорошо перемешиваем. Салат получился очень вкусным и сытным. Из этого количества ингредиентов салата получается довольно много. Если вам нужно меньше, то готовьте из половины предложенных ингредиентов. Конечно же, еще одним большим плюсом этого салата является то, что готовится он буквально за 5 минут. Шестой приготовим очень быструю закуску в корзиночках. Она максимально простая в приготовлении и очень вкусная. Берем петрушку и измельчаем ее ножом. Несколько веточек петрушки оставляем для украшения. Также вместо петрушки можно использовать укроп или сушеные травы по вашему вкусу. В миску кладем 200 грамм сливочного сыра. Можно взять, например, Филадельфию или крем-чиз. Насыпаем подготовленную зелень. Добавляем 1-2 зубчика чеснока через пресс. Все немного солим. И перчим черным молотым перцем. Начинку хорошо перемешиваем. Приготовленную массу выкладываем в кулинарный мешок. Вместо кулинарного мешка можно взять обычный плотный пакет. Отрезаем небольшой кончик. Начиняем тарталетки. Я использую песочные тарталетки, но можно взять и вафельные. Для этой закуски лучше всего подходят небольшие по размеру корзиночки. Этого количества начинки мне хватило на 17 тарталеток. Помидоры черри разрезаем на четвертинки. На каждую тарталетку кладем по дольке помидора.
Сбоку закуску украшаем листиком петрушки. Готовую закуску красиво выставляем на блюдо, подаем на стол. Тарталетки получились очень красивыми и вкусными. Готовится буквально за 5 минут и ингредиентов совсем немного. Обязательно их приготовьте, это очень вкусно и свежо. Следующий приготовим закуску с крабовыми палочками и красной икрой. Такая закуска на столе долго не задерживается, ее съедают в первую очередь. Берем 80 грамм крабовых палочек. Если крабовые палочки сочные, как у меня, то лишнюю жидкость желательно убрать бумажными полотенцами. Также ее можно выдавить руками, сжав крабовую палочку. Палочки нарезаем на более мелкие кусочки. Одно яйцо тоже нарезаем кусочками. В чашу кладем крабовые палочки, 80 грамм сливочного сыра и нарезанное яйцо. Все взбиваем погружным блендером до однородности. Приготовленную массу выкладываем в кулинарный мешок с насадкой звездочка. На каждый соленый крекер отсаживаем массу красивой горочкой. Сверху закуску украшаем небольшим количеством красной икры. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 30 закусок. Закуска на крекеры с крабовыми палочками и красной икрой получилась красивой и очень вкусной. Она отлично смотрится на любом праздничном столе. 8. Приготовим скумбрию, запеченную с чесноком. Это прекрасный рецепт как на каждый день, так и на праздничный стол. Готовится она очень просто и достаточно быстро. 2 тушки скумбрии моем, вычищаем внутренности и убираем голову. Каждую рыбу нужно разделить на филе. По хребту делаем надрез и руками отделяем половину тушки от хребта. Вырезаем плавники. Точно так же отделяем хребет со второй половины рыбы и вырезаем плавники по бокам. Все косточки, которые остались, вынимаем пинцетом или руками. Кости отделяются просто и их в скумбрии немного. Готовим маринад. В мисочку насыпаем примерно 1/4 часть столовой ложки соли. Наливаем 2-3 столовых ложки растительного масла. Насыпаем 2 чайных ложки молотой сладкой паприки. Добавляем черный молотый перец. И выдавливаем 2-3 зубчика чеснока. Все перемешиваем. Приготовленный маринад наносим на филе скумбрии. Маринад равномерно распределяем по рыбе руками. Оставляем мариноваться примерно на 1-2 часа. Если нет времени, то можно готовить дальше. Форму для выпечки смазываем растительным маслом. Выкладываем на нее подготовленное филе рыбы. Все ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекаем приблизительно 20-30 минут до готовности рыбы. Будьте внимательны, не пересушите рыбу. Рыба готова. Ее можно подавать как в горячем, так и в холодном виде. Перед подачей рыбу желательно нарезать порционными кусками. Так ее будет удобнее брать. Скумбрия, запеченная с чесноком, получилась очень вкусная, ароматная и румяная. Готовится просто. Следующими приготовим максимально простые и очень вкусные бутерброды с тунцом. Готовятся быстро, съедаются еще быстрее. Нарезанные ломтики батона выкладываем на противень. Ставим в разогретую духовку до 220 градусов. Сушим примерно 8 минут. Также батон можно поджарить в тостере. Готовим начинку. В миску кладем 185 грамм тунца в масле. Масло нужно предварительно слить. Разминаем рыбу вилкой на более мелкие кусочки. 1 помидор среднего размера нарезаем сначала пластинками, а затем маленькими кубиками. Нарезанный помидор добавляем к тунцу. Все немного солим. И перчим черным молотым перцем. Добавляем 1 столовую ложку майонеза. Перемешиваем. Сюда же добавляем 1 зубчик чеснока через пресс. Перемешиваем.
Начинка готова. Батон уже поджарился в духовке. Начинку выкладываем на подготовленные ломтики батона. Этого количества начинки хватает примерно на 10 бутербродов из батона. Мелко нарезаем небольшой пучок петрушки. Петрушкой посыпаем бутерброды сверху. Готовые бутерброды выкладываем на блюдо и подаем на стол. Бутерброды с тунцом и помидором получились очень вкусными и легкими в приготовлении. Все ингредиенты прекрасно сочетаются между собой. Такие бутерброды подходят как на каждый день, так и на праздничный стол. И последними приготовим очень вкусные отбивные в духовке. Такое блюдо прекрасно подходит как на каждый день, так и на праздничный стол. Мясо нарезаем порционными кусками толщиной около 1 см. Я использую свиную корейку весом 1 кг. Каждый кусочек мяса отбиваем кухонным молотком с 2 сторон. Все мясо раскладываем на доски. Отбивные солим по вкусу. Перчим черным молотым перцем. Противень от духовки смазываем растительным маслом. Мясо выкладываем на подготовленный противень. Две луковицы нарезаем полукольцами. Лук выкладываем на каждый кусочек мяса. Берем 2 помидора и разрезаем их пополам. Половинки помидоров нарезаем пластинками. Пластинки помидоров выкладываем сверху на лук на каждую мясную отбивную. Сверху на помидоры выкладываем кусочки консервированных ананасов. Для этого количества мяса мне понадобилась 1 банка ананасов весом 570 грамм. Если у вас ананасы кольцами, то можно на каждый кусочек мяса положить по половинке колечка ананаса. Сверху наносим майонез. Вместо майонеза можно использовать сметану. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 25-30 минут. Примерно 150 грамм сыра трем на крупной терке. Мясо уже запеклось, достаем его из духовки. Посыпаем тертым сыром. Опять все ставим в духовку на 5-7 минут, чтобы расплавился сыр. Отбивные готовы. Подаем их на стол в горячем виде. Отбивные с ананасами и помидорами получились очень вкусными и сочными. Готовится несложно и достаточно быстро. Это прекрасное блюдо на любой праздничный стол. Обязательно его приготовьте и порадуйте своих близких.